Антон больше любил летнюю рыбалку, но и зимой регулярно выезжал пару раз. Как он выражался, поморозиться. Рыбы особо не привозил, но хотя бы на уху хватало и еще оставалось окрестным котам. Вот и сейчас Антон убедился, что лед на озере давно окреп и стал готовиться к очередному выезду. С утра потихоньку взял снасти, забрал из холодильника бутерброды и на цыпочках вышел во двор. Жена и дети в это время видели седьмой сон. Никого не было и на озере. Видимо, даже завзятые рыбаки предпочитали проводить новогодние каникулы дома за салатами, а не на морозе. Впрочем, Антона это ничуть не расстроило. «Мне больше рыбы достанется», — решил мужчина и не спеша принялся разматывать снасти. Примерно в это же время он заметил какое-то шевеление возле берега. Немаленький лохматый пес осторожно вышел на лед и посмотрел прямо на Антона. Все говорило о том, что Собакен провел в лесу немало времени, неопрятный вид, впалые бока, осторожный взгляд. Пес осторожно приблизился к Антону, чуть-чуть повиливая хвостом, будто давая понять, что никакой агрессии от него ждать не надо. Антон и сам давно понял, что пес, скорее всего, когда-то был домашним, Дикий давно бы убежал и не пытался познакомиться. Собака внимательно следила за ходом рыбалки. Особенно ее радовало, когда Антон вытаскивал из лунки очередную рыбу. Пес каждый раз вскакивал и вилял хвостом, будто радуясь удаче рыбака. Бутерброды поделили поровну. Хорошо, что жена наготовила их Антону с запасом. Ближе к концу трапезы пес настолько осмелел, что обнюхал термос с чаем. Впрочем, этот напиток он не одобрил. Неловкость возникла тогда, когда Антон начал собираться домой. Пес явно не собирался никуда уходить и крутился рядом с машиной. Антон замялся, приводить домой взрослого пса в его планы не входило. Когда машина тронулась с места, Собакен засеменил следом, причем не по проезжей части, а по обочине, меся лапами снег. Антон сначала оборачивался, потом угрюмо уставился на дорогу, но через пару минут не сдержался и оглянулся. Собака, хоть и была тощая, не отставала. Антон вздохнул и нажал на тормоза. Рыбака во дворе встречала вся семья, дети и жена как раз закончили завтракать и вышли лепить снеговика. «Ну что, большой у нас сегодня улов», — улыбнулась Антону жена. «Рыбы не так уж много. Зато вон какой крупный экземпляр попался», — засмеялся Антон и открыл заднюю дверь машины. Пес робко вылез и завилял хвостом. Еще через пару недель пропали все сомнения в том, оставлять ли пса. Собака, получившая необычную кличку Карась, уже вовсю освоилась во дворе и даже позволяла детишкам кататься на себе. Ветеринар подтвердил, что пес вполне здоров, только истощен. Но это дело поправимое на хозяйских-то харчах.